Привет, друзья! Доделал я наконец-то сегодня печь-камин и сделал пробный пуск. Немножко дровишек туда кинул и смотрите, что можно наблюдать. Сейчас печь прогрелась, вышла на режим и можно наблюдать эффект, который называется медленное горение. Вот смотрите, если сейчас перекрываем заслонки все, которые влияют на подачу первичного воздуха. Вот дверца сейчас немножко приоткрыта была. Сзади тоже у нас есть подача первичного воздуха. Ну, видно, сделано так по самой конструкции, что шибер, наверное, не придется перекрывать. Наверное, проход слишком маленький для такого объема. И я думаю, наверное, вообще не придется перекрывать. Потому что в режиме растопки приходилось открывать дверцу, не хватало воздуха. Ну а в режиме медленного горения в самый раз, видите, у нас 6 отверстий по 10 мм. Воздуха хватает, чтобы поддерживать чисто угли. Вот видите, сзади там язычки пламени вырываются и догорают уже на перемычке, на вот этой, которая у нас посередине печки идет. Почти горизонтальная, она такая с наклоном немножко. И там два эжектора подачи вторичного воздуха. Вот на них происходит дожигание. Очень интересно наблюдать. В общем, завтра буду делать нормальную, полноценную, не контрольную такую растопку, а полноценную. Прям возьму большие поленья, растоплю. Но это будет завтра. Будет лучше, я думаю, видно и эффект медленного горения, и просто работа как камин. В общем, будем пробовать и экспериментировать. Ну а сейчас посмотрите, как я тут доделывал это все. Видите, у нас даже название появилось. В общем, кому понравилось, знаем, что делать. Смотрим дальше. Так, привет, друзья. Выходим на финишную прямую с нашей печью. Значит, приварил я только что вот петельку. Немножко пришлось поколдовать еще с дверью здесь. Смотрите, в чем я ошибся немножко. Вот видите, я сначала петли приварил эти вот на внешнюю сторону вот сюда. То есть вот это отверстие было у меня аж вот здесь. И вы понимаете, да, при открытии двери вот эта стенка уходила сюда и упиралась вот в этот бортик. Пришлось, значит, обрезать. Ну, я не стал там снимать эти навесы. Вот здесь по шву я их тупо обрезал. Получилось типа как такой декоративный вид. Ну, пускай будет так, не знаю, не захотел я. Там уже сварка испорчена, это место. Думаю, пускай уже эти уголки будут. Тупо обрезал вот так заподлицо петли эти и перенес их сюда. Надо, чтобы вот эти отверстия, короче, ось самой двери, чтобы находилась примерно по линии вот этой внутренней кромки. Иначе дверь открываться просто не будет. Так она будет открываться без проблем. Здесь придется два слоя шнура этого, два ряда проложить. Ну, шнур у нас есть, это не беда. В принципе, дверь должна работать. Итак, значит, сейчас укомплектовываем дверь и занимаемся донышком и крышей. И потом монтируем ее уже на место. И если сегодня закончим, я думаю, сделаем пробный пуск. Так, друзья, замок лучше делать наискосок. Вот так, видите? И сейчас этот обрежем вот так под углом. И желательно замки расположить напротив друг друга. Верхний слой с одной стороны, а нижний с другой. Ну, просто так будет надежнее. Так, шнур на месте. Значит, пробуем. Навесили дверь. Немножко подрегулировали. Там навес немножко утопили еще сюда. И вот смотрите, как работает эксцентриковый этот зажим. Цепляется за петлю и прижимает дверь. В общем, пока все работает отлично. Остается вставить стекло
И этот вопрос у нас будет закрыт. Так, что можно по установке стекла добавить? У нас стекло имеет где-то зазор в сантиметр от уголка, от вот этого внутреннего. Смотрите, и получается, что шнур лежит у нас тоже где-то в сантиметре. Так, этот край идет прям по краю окна нашего, а до стенки вот этой от шнура где-то сантиметр. Вот те куски, которые мы нарезали для того, чтобы использовать как дистанционные при вваривании петель наших, используем также как дистанционные. Просто мы их вот сюда напихали везде. И теперь с помощью вот таких вот пластин на заранее приваренные болтики сейчас мы прикрутим вот таким образом. И оно у нас прижмется, только прикручивать необходимо не сильно, чтобы не раздавить его. И обязательно, друзья, когда мы вот эти вот болты ввариваем, необходимо проследить за тем, чтобы стекло у нас стояло свободно. Где-то хотя бы миллиметра по 2 с каждой стороны был зазор. Иначе потом при нагреве оно расширяется. И если ему где-то будет тесно, оно у нас просто лопнет и все. Вот это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. А так, в принципе, здесь, сами видите, делать нечего. В общем, сейчас закручиваем, и все, дверь у нас уже готова. Наконец-то уже заколебала меня эта дверь, поэтому слава богу, что мы ее сегодня заканчиваем. Так, друзья, закончили мы с донышком нашим. Донышко тоже у нас из полосок состоит. Там металл у меня откуда-то оставался, не помню. Так, в общем, смотрите, вместо ножек приварили 4 гайки. Наверное, не знаю, 24 резьба или какая-то, примерно такого размера. В принципе, она будет у нас стоять на них прям. Ну, в дальнейшем, в перспективе, можно будет вместо ножек вот такие шпильки подходящие вкрутить, наварить что-нибудь на шпильку, там, ну, тоже ту же самую гайку, будет уже что-то типа ножки. В принципе, осталось нам вот из вот этого куска квадрата 120 на 120 сделать туда вот вставочку с шиберами, чтобы две печки сразу соединить. И в принципе будем запускать. Но это будет уже в другой день. Сегодня уже хватит, уже поздно. Поедем домой отдыхать. Так, привет, друзья. Продолжаем заниматься нашей печью. Сегодня будем подсоединять ее к дымоходу. Значит, будет у нас здесь флянчик. Вот я уже вырезал уголки такие с отверстиями. Будет крепиться сюда. Здесь будет крепиться печь на отработке, которая у нас. И вот это все нам теперь осталось обварить. Я уже вырезал. Здесь уже отверстия все есть. Все готово. Осталось чисто сварку подогнать. И сделать потом шибера. Здесь будет один шибер отсекать у нас печь на отработке. А здесь будет шиберок отсекать у нас печь-камин. Так, друзья, вот так вот мы сделали систему шиберов. Вот там будет печка отсекаться у нас, которая камин. А здесь, которая на отработке. Видите, тупо. Короче, сделана болгаркой прорезь в трубе. Вот такая пластиночка из металла. 2,5, наверное, сделана. Я думаю, должно хватить. Тупо прорезь эта вставляется. А там от того, чтобы она никуда не бегала, тупо электродики наварены с двух сторон. И она как по своим салазкам туда заезжает. Видите, все. И вот электроды эти не дадут, чтобы она там шевелилась. В принципе, больше ничего не надо. Остается, в общем, обварить. Тут мы уже все сцентровали. Обвариваем. Сейчас печку отсоединяем. Обвариваем со всех сторон нижний вот этот флянчик. И приступаем к завершающей работе. Все-таки будем утеплять нашу камеру сгорания кирпичом огнеупорным. Так, ну так у нас выглядит завершение металлических работ.
Здесь вот у нас механизм переключения печей. Это будет у нас открывать шибер камина. Это будет масляная печь. На масляной печи будем разжигать, будем работать. Масло надо израсходовать. Печь будет работать, прогревать помещение быстро. А затем перед уходом будем поджигать печь-камин, закладывать дровишки. Вроде, по идее, должно часов 8 работать. Ну, посмотрим. Решил я, значит, судьбу не испытывать. Сразу мы утеплим. Потому что если, ну как производители таких печей утверждают, что температура в топке повышается до 700 градусов и выше, я думаю, что стенки 2 миллиметра там нечего делать. Сразу мы это дело спалим при первой же попытке посмотреть, как она у нас работает, печь. Ну, поэтому я решил утеплить сразу. Кстати, друзья, наша печь обрела название. Будет называться она Хулерьян. Потому что часто люди спрашивают, какая у тебя печь, Булерьян? Я говорю, Хулерьян. Ну вот и получается, что у меня теперь будет свой настоящий Хулерьян. Тем более работать он будет по принципу Булерьяна. Тоже есть у него конвекция здесь. Поэтому я думаю, название самое подходящее будет. Ну а теперь берем кирпич огнеупорный. Вот такой вот. Пришлось купить сегодня 10 штук. Но я думаю, это слишком толстый будет у нас. Сейчас мы будем распускать его пополам, потому что если его ложить целиком, он у нас крадет очень много места. Я думаю, мы его сейчас вдоль распустим. И это будет экономия и кирпича, и меньше места мы украдем этим действием. Так, друзья, полностью мы закончили нашу печь. Вот так вот выглядит это дело изнутри. Приварил я уголки поверху, чтобы кирпичи не падали вертикальные. Ну, сейчас будем производить контрольную закладку дров и попробуем распалить. Сейчас я много закладывать не буду. Мне через некоторое время придется отсюда уйти, поэтому сегодня только пробный пуск. Немножко дров, посмотрим, хватает ли тяги. Смотрите, какая длинная дровишка. Сейчас мы ее попробуем сюда как-нибудь улить. Пошла. Шторка была закрыта, сразу начало потеть. Я сейчас открыл, по идее не должно. Итак, друзья, наша печь прогрелась. Хоть и дров мало, но и при таком количестве дров можно продемонстрировать медленное горение. Смотрите, сейчас кислород перекрываем. И смотрите, что сейчас начнет твориться там. Вот видите, что вверху происходит. Внизу дрова тлеют, а вверху на вторичном воздухе, на подаче вторичного воздуха происходит тоже газов. Смотрите, что творится, гляньте. Красота.
Ну, надо будет все это дело проэкспериментировать с большими полежками. Это у меня тут мало дров, и в принципе такого сильного эффекта не особо видно, как я вот смотрел в интернете, там в дорогих печах. Вот смотрите, на трубочке, видите, как язычки пламени вырываются. Это вот есть режим медленного горения. Длительное горение — это совершенно другое. Там такого нету. Ну а здесь видите, как дрова почти не горят. Видите, они как бы там еле-еле тлеют. А дожиг газов происходит вот именно в верхней части. Ну, на этом я не заканчиваю. Будет еще видео. Через неделю я сделаю обзор. Я с этой печью поработаю. Как бы узнаю ее получше. Ее плюсы и минусы. Как правильно разжечь быстро. Как, ну, в общем, какие нюансы по ее эксплуатации и тому подобное. Возможно, заморочимся, сделаем еще подвод воды. Я видел, там люди делают, ну, в интернете полно роликов. Люди, значит, подводят, там чашка с водой такая специальная, под дрова ставится. В общем, дополнительно сгорает еще вместе с дровами водяной газ. Не знаю, ради эксперимента можно будет такое сделать. Это чисто мне интерес такой уже одолевает больше года. Вот печь я сделал. В принципе, теперь можно будет поэкспериментировать с водой. Ну все, кому понравилось, знаем, что делать. Всем удачи!